Здравствуйте, друзья! Сегодня снова у нас кинокамера Красногорск 3. Почему жует пленку и все такое. Как правильно зарядить все-таки ее, чтобы вот больше такого не происходило. Две пленки на проявку мне пришли один раз, однажды как-то, и полностью одна вся была изорванная перфорация. И, естественно, я не смог даже зарядить в кинобачок и не проявил. Ну, видимо, там ничего хорошего и не получилось бы, потому что мог бы получиться вот такой смаз. Сейчас я вам покажу. Возможно, будет видно, не знаю. Тут вот изображение смазанное. А здесь просто зарядили неправильно киноаппарат, и петли одной, видимо, не было. Ну, все понятно из-за петель. Либо очень маленький, либо неправильно заряжен был вот именно в этот зубчатый барабан. Это самое слабое место, я считаю, в этой кинокамере. Именно вот захват от этого центрального барабана. Его зубья такие небольшие, и угол охвата небольшой. Поэтому очень часто вот происходит, значит, остановка кинопленки, и барабан просто крутится, петля начинает уходить. Этот подтягивает, либо просто клинит, либо рвет. Это один из таких узлов. Бывает, что вот неправильно вот в районе, значит, грейфера на зуб не посажена была пленка. И поэтому у нас даже вот как контрольный можно посмотреть, если у нас не уходит в пазы, вот за подлицо, если не уходит, вот этот прижимной столик, а так торчит немножко, ну, вот так, например, значит, уже можно его, если даже вы заряжаете в темноте, вы можете просто вот ощутить пальцем, что он не сел на место. Он должен находиться вот так, за подлицо. Может быть, чуть-чуть там приподнят за счет толщины пленки, но не более, там, чуть-чуть совсем. Вот здесь тоже это вот важный узел. Давайте мы попробуем какую-нибудь пленочку, тоже проявленная. Некоторые вижу, что имея вот этот нож, им не могут правильно воспользоваться. Говорят, что вот он не работает и все. Он регулируется, тут два винтика отпускаем, в зажатом состоянии его подталкиваем к нижнему лезвию. Тут оно, получается, из двух частей состоит. Нижнее лезвие, вот это верхнее, и нужно подтолкнуть. И потом зажать отверточкой вот эти вот винтики. Тогда будет работать. Это очень удобный такой ножик. Можете вот так вот подрезать. Если вам нужен уголочек какой-нибудь, вот, и под рукой нет ножниц, можно вот сделать с помощью этого ножа. На самом деле очень удобный, просто нужно его правильно отрегулировать, чтобы он резал. Некоторые жмут, а он не режет. Это потому, что просто нужно отпустить винтики и в зажатом положении его подтолкнуть вперед. Нижнюю и верхнюю плоскость. Чуть-чуть отпустить и толкнуть и зажать. Все. Будет работать. Там по большому счету сильно не надо, так чтобы он вообще... Пленка имеет такую толщину, что она немножко даже, если там какие-то доли не соприкасаются, она все равно ее разрежет все равно. А теперь, значит, самое важное, вот здесь вот у нас очень сложно вот с этими вот прижимными планочками этими. Вот они у нас в момент, когда оттягиваем, получается, что пленка бывает там, вот здесь вот зажимает ее вот здесь вот в этом месте. Когда мы заправляем пленку и хотим, когда оттягиваем вот это и хотим просунуть сюда, она у нас, получается, вот в этом месте зажимает пленку, и мы начинаем нервничать, как говорится. Вот. Поэтому здесь нужно, знаете, как на балансе таком играть. То есть чуть-чуть оттянули, вставили туда пленку, но чтобы это у нас еще не закрыто было. И вот таким вот образом мы подсовываем. Теперь, толкая пальцем и пленку туда-сюда вводим, да, вперед-назад.
толкаем до тех пор, пока у нас не опустится и не вцепится за нижний. Тут единственное нижние зубья идут, тут верхних нет. Вот когда она зацепится за зубья. И закрываем вот это вот. Это ворота эти закроем, да? Ну, это я петлю маленькую, сейчас я повторю еще раз. Это я сейчас покажу. Здесь у меня переделанные, то есть снятые вот эти вот, которые петли у нас образуют в полуавтоматической зарядке кинопленки. Я потом покажу. Просто так удобнее. Сейчас я объясню. Без них оно удобнее видно, потому что они черные, плохо видно. Значит, мы берем так вот примерно пленочку, да, и начинаем заряжать. Вставляем сюда. Вот у нас она не пускает, поэтому придется чуть-чуть назад вернуть, как бы закрыть, для того, чтобы пленка прошла. Вот она у нас проходит, но она еще не заряжена. То есть вот она чуть-чуть выше, чем барабан. Нам нужно, чтобы она опустилась до уровня барабана. Это очень важно, потому иначе она, петля сойдет и все пойдет. Снимаем тоже столик, чтобы он нам не мешал. Прижимной столик. Далеко его не кидаем, тут мы оставляем. Теперь делаем такими движениями: вперед-назад, вперед-назад. И толкаем пальцем сверху. До тех пор, пока у нас не сядет на зуб. Все, село. Вот оно село. Теперь прижимаем, чтобы у нас до щелчка вот это вот фиксатором, чтобы этот фиксатор у нас щелкнул, что он сел на место. Еще раз проверяем. Пленка ходит и не заклиненная, чтобы она обязательно ходила. То есть не так, чтобы жестко, а она должна в самой перфорации там, да, вот этой, туда-сюда ходить немножко. Значит, у нас все идет. Теперь дальше заводим сюда, в грейферный механизм, в грейфер. Нам нужно то же самое проделать. Как бы подталкиваем вниз кинопленку. Бывает, кинокамера остановилась в таком положении, что зуб грейферный этот спрятался. Поэтому всегда взводите перед тем, как заряжать кинокамеру, взведите и установите частоту кадров на 8. 8 кадров в секунду. 8, там 12, на невысокую скорость. То же самое подталкиваем вот такими движениями. И нужно ее посадить на зуб. Вот я ее посадил. Обязательно, чтобы она села на зуб грейферный этот. Вот он у нас там находится, вот он здесь. Чтобы у нас пленка хорошо, перфорация села на этот зуб. Вот, когда мы усадили кинопленку на грейферный зуб, вот этот, после этого можно одевать прижимной столик. И еще, смотрите, здесь вот нужно оставлять место. Ну, может быть, немножко можно на одну перфорацию ближе. Так примерно палец залазил, чтобы здесь вот тоже было расстояние. Все. После этого можно придерживать немножко и опускаем прижимной столик. Вот у нас столик, он немножко имеет такой ход туда-сюда. Это нормально. Вот он у нас сел за подлицо. Здесь и здесь. Значит, все в порядке. Теперь мы заводим с этой стороны точно так же. То есть не сильно оттягиваем эту часть нижнюю. Чуть-чуть оттянуть. Пленка пролезет, чтобы она... Потому что если сильно мы оттянем, здесь опять же у нас и пленка может не пройти. Немножечко ее отодвинуть. И тогда и пленка пройдет. И тоже можно петлю. Здесь у меня проблем нет, потому что может и больше можно петлю делать, потому что нет этих пластмассовых этих дуг, которые для установки полуавтоматической зарядки кинопленки. То же самое мы подталкиваем пальцем к барабану. Ребро вот это, да, ребро кинопленки. И туда-сюда толкаем, чтобы вошло в зацепление. Все. Вошло в зацепление. И здесь проверяем. Все. На место эти ворота закрываем и фиксируем. Еще раз проверяем. В 3 места нам нужно проверить. Подача, прием и сам грейфер. Все должно быть в зацеплениях.
Это я кинопленку снял, как бы вообще я всегда одеваю кинопленку и после этого начинаю все это заряжать. Для того, чтобы, если это на свету, например, чтобы у нас витки не слетели и, в общем, минимальное количество пленки, чтобы засветилось. Потому что когда пленка прижатая, у нас она своей площадью, своей затемненной вот этой, да, противореольным таким слоем, она закрывает у нас следующие витки кинопленки, поэтому у нас меньше будет засвеченных метров. По поводу катушек, именно красногорских вот этих, они, то есть односторонние, скажем так. Я попозже расскажу после того. Вот мы зарядили, теперь мы можем проверить. Мы нажимаем спусковую кнопку и проверяем, как у нас идет пленка, как у нас петли меняются или нет. Все, вот пленка у нас пошла. Можем теперь одевать приемную катушку. Имеет как бы только одну посадочную правильную, поэтому вот этой стороной только. Если у нас идет какая-нибудь, это вот от Альфы, Альфа полуавтомат, у нее две стороны одинаковые, можно что так, что так. И если там иностранные, импортные, они практически тоже все двухсторонние идут. У всех есть квадрат, то есть можно и так, и так. В данном случае у нас Красногорск. Здесь есть такие вот уже зубцы, на которые мы можем посадить перфорацию. Они с одной стороны хорошо, то есть не надо мучиться, искать там щель, в которую зарядить кинопленку, а с другой стороны не очень, потому что они бывает, что на начальном уровне, если не подтянуть, образуется такая большая петля, и потом, когда у нас пленка доходит до конца, она может выйти за пределы бобины. Поэтому всегда рекомендую разряжать в темноте кинокамеру, потому что мало того, тогда мы уже определим, что у нас пленка закончилась. Второе, что вот эти последние витки, потому что они бывают, что в некоторых кинокамерах Красногорск вот этот неправильно отрегулирован, и он может не очень хорошо натянуть пленку, и она идет таким эллипсом. То есть там выходит за пределы катушки, и тогда вот эти вот места будут засвечены. Если мы разряжаем, значит, в притемненном таком помещении. Вообще на солнце никогда не заряжайте кинопленку на солнце, прямые солнечные лучи, потому что в щель между пленкой и, значит, этими щечками все равно пройдет свет аж до последних слоев. Поэтому только в притемненном таком, ну типа как пасмурное такое, да, пасмурная погода, вот такое, чтобы было у вас примерно освещение, когда вы занимаетесь зарядкой кинопленки. Все, теперь вот мы приемную катушку зарядили и проверяем. Все у нас идет. Добавим скорости немножко. Вот у нас на большой скорости, да? Какое это было? Это было на 16 кадров в секунду. Установим 24. Это как бы такая рекомендуемая для 16 миллиметров скорость 24 кадра в секунду. Рекомендуемая. Можно проверить чуть-чуть так. Все, пошло. После этого можно закрывать крышкой, но если у вас вариант такой, как у меня, сняты, значит, вот эти вот пластиковые вот эти дуги, тогда нужно, и у вас тогда и эту тоже выведенченную натяжитель, как бы там такой идет через систему капроновых нитей, и он тогда подтягивает вот этот вот счетчик метража, контроль счетчика метража. Вот. В моем случае просто нажимаю на вот этот центральный. Все, она прижимается и все. Теперь можно закрывать крышкой. И можно сюда наклеить какой-нибудь скотчик или там
изоленту или еще что-нибудь, пластырь можно, и написать, какая у вас там кинопленка внутри находится, сколько метров, какого года, ну, в общем, всю информацию, которую вы считаете нужной. Некоторые обклеивают по периметру черной лентой, вроде не пропускает свет, не знаю. Единственное, пропускает, бывает вот здесь вот. Я сейчас открою, покажу. У меня есть там видео, где я с этим боролся, да, налепил целую кучу всего. Вообще изначально тут идет черный поролон, но он, так как кинокамера очень старая, поролон рассыпается, и вот в этом месте как раз попадает сюда свет, и переотраженкой через вот эту блестящую поверхность, она здесь вот, что-то не продумали, надо было черной сделать, и она на пленку попадает, и получаются вот такие засветы. У меня есть такое несколько съемок, где именно вот попадал свет, я сразу не заметил. Если у вас кинокамера еще не переделанная, как у меня, вот такая вот, сейчас я вам покажу. Вот эта кинокамера не переделанная. Здесь есть вот эти, значит, дуги. Они были придуманы для полуавтоматической зарядки кинопленки. Сейчас мы попробуем на другой кинопленке. Получится ли у меня это полуавтоматическая зарядка кинопленки. Устанавливаем подающую. В этом случае у нас вот этот вот такая планочка есть. Она направляет, вот она должна быть подвинута вот в эту сторону. Для того, чтобы когда кинопленка начинает идти по тракту, она сюда попадает. И эта планочка, вот она изгиб такой имеет. И она помогает ее толкнуть дальше на зубчатый барабан. Я не люблю эту систему. Очень часто это одна нервотрепка. Вот сейчас просто вот обрезанный у нас кусок. Сейчас попробуем этот треугольничек. Это нужно делать обязательно. Значит, здесь все должно быть прижато. Все прижато, все. Сейчас. Так же самое, как и в той, мы заводим кинокамеру, пружину заводим, и скорость нужно установить тоже на небольшую, на 8 кадров в секунду. Сейчас попробуем, что у нас получится, получится ли вообще. Вот она пошла, ну, пошла. То есть, по идее, вот она должна быть так, как было задумано. Тут она как бы сейчас вот бьется такая вся в конвульсиях, да. Но когда вы закрываете крышку, у вас крышка подталкивает вот эту вот пипетку вот эту. И у вас оттягивается. Тем самым прижимается у нас счетчик кадров. Счетчик метража прижимается к пленке. И оттягиваются вот эти вспомогательные дуги. И когда у нас уже закрыта крышка, вот происходит вот так. Все нормально, да? Вот еще раз. Пленка идет без проблем. Как бы работает, да? Но не всегда получается, я вам скажу сразу, не всегда. Поэтому я просто решил, что мне оно не нужно. И в тех кинокамерах я поснимал. Вот это все убрал. Легче зарядить, вот больше места как бы. Ну вот сейчас вы видите, что она у меня пошла. Но обязательно нужен вот такой треугольничек вырезан. Его можно идти ножом вырезать, можно ножницами, носить с собой ножницы небольшие всегда с собой. Тогда можно будет вот такой полуавтоматической зарядкой пленкой. Здесь у нас все заподлицо, да, все вот как вот оно, как я там показывал. Обязательно должен быть вот этот направляющий лепесточек, должен быть в сторону пленки от объектива, нужно его толкнуть. Для того, чтобы полуавтоматическая зарядка пленки у нас получилась. Теперь мы одеваем. Вот если вы в темноте заряжаете на бобины Красногорск, то у вас вот этот логотип, он находится сверху. Здесь его нет.
А здесь он у вас есть. Чтобы не пробовали вот пальцем пытаться здесь квадратик или просто вот по логотипу. Если, я не знаю, если вам там, если вы не чувствуете, можете здесь какой-нибудь приклеить что-нибудь. Но вот всегда должно быть вот сверху. Что здесь, что здесь. Все, мы заряжаем точно так же, как и в том случае. Кинопленку. Установили. Все, проверяем. Нажмем для того, чтобы у нас тут ничего не ругалось. Все, пленка пошла. Можем закрывать крышку. И после этого мы можем начинать съемку. Перед этим не забыть установить 24 кадра в секунду. По поводу скоростей, у меня тоже там видео есть, как настроить именно скорость бывает, потому что у меня там в одной вообще расхождение. Как это сделать, чтобы правильно добиться 24 кадров в секунду? Ну, конечно, не в самом начале, не в самом конце, а вот именно такой полезный кусок времени, который мы там снимаем, да. Там можно добиться, чтобы примерно было 24 кадра в секунду на долгое время. Конец, конечно, будет замедляться и получится ускоренная съемка. Все, установили. Вот сейчас сымитируем, что у нас закрыта крышка. Еще раз проверим, да, на 24 кадрах в секунду. Вот такой шум. Должен быть такой шум. Если какие-то вот такого плана, вы слышите, как будто вот пытается рвать пленку или еще что-то, значит, что-то уже не в порядке. Либо она зря, либо петля ушла, либо еще что-то, либо вообще заклинило. Вот такой должен быть звук. Заряд закончился, я мало зарядил пружину. Все, закрываем. Тут нужно уже прижимать вот в это место, больше давить, помочь. Так как у нас есть вот такая вот кнопочка такая есть, которая все там по системе вот этих вот капроновых нитей тянет. И эти оттягивает. Вот такая вот, видите. Когда вы вставили, немножко надо помочь и потом закрыть. Все. Это кинокамера с полуавтоматической зарядкой кинопленки. По поводу, давайте поговорим по поводу бобин именно Красногорска. Если с этим нам все понятно, здесь, видите, ни маркировок, ничего. Здесь есть вот этот логотипчик, он всегда находится сверху. Так она у нас вставляется, а так она у нас не хочет. Как бы продумано хорошо. Я вам скажу, что продумано хорошо. В том смысле, что когда вы отсняли кинопленку, она у вас идет намотка, получится вот так вот. Да? Когда у вас новая кинопленка, она вот так вот у вас выходит. А вот как вот здесь вот выходит она сюда. Как бы если смотреть на нее, то она выходит по часовой. А это как бы выходит против часовой, да? Тогда мы можем определить, снята была кинопленка или нет. И если мы даже забыли и пытаемся ее вставить, а вставляем мы всегда так, чтобы эмульсия у нас смотрела на объектив. Вот у нас эмульсия, она такая матовая. А это у нас подложка, она такая глянцевая. Вот если мы устанавливаем так, чтобы у нас эмульсия была внутри, вот так будет правильно. Так мы зарядим, мы тогда сможем установить, и она уходит у нас на объектив. Если мы уже ее здесь установили, на приемную, тогда пленка у нас зайдет вот таким вот образом. Тоже она будет подложкой вверх намотана.
Но вот таким вот образом. Когда вы ее захотите установить, так вы и не установите, потому что это неправильно. Вот у вас даже нарисованы стрелочки, видите, да? Если вы перевернете, то вы просто не сможете ее посадить на... Вы не сможете ее посадить на подающий ролик. Он просто не сядет у вас. За счет конструкции именно, за счет вот, конструкции вот этой бобины. То есть как бы смысл в них какой-то, ну, есть хороший, да. Но еще единственный вот, очень они нежные очень вот эти бобины, они, если их неправильно хранить, у них щеки загибаются, и тогда пленка плохо наматывается, и появляются вот эти вот эллипсы, о которых я говорил. То есть может быть плохая намотка еще от того, что у вас приемная катушка с вот этими щечками соединенными ближе, чем нужно, меньше, чем 16 миллиметров. То есть у вас получается вот зажато, и пленка уже вот так идет, таким вот образом. И опять он повторяет, и вот эти вот у вас витки в итоге может и камерой остановиться из-за этого, потому что оно везде здесь поупирается. Поэтому приемную всегда следите, если подающую еще можно, там за счет пленки она еще будет отталкивать какое-то время, да, или там тянуть будет, но тоже может, если сильно зажато, вот может просто вот это вот выскочить вот так вот, и все. И у вас уйдет петля, и все встанет. Встанет, либо порвет просто перфорацию, вы будете думать, что вы снимаете, на самом деле нет. Ну, на слух тоже надо слушать камеру, тогда вы сразу поймете, что что-то не то. Вот, поэтому приемную всегда проверяйте, чтобы у вас были щеки соответствовали размеру. Не широко и не узко, потому что если широко, тоже будет тереться об корпус камеры, либо об корпус крышки. Ну и, естественно, не будет свою функцию выполнять до конца, в смысле засветки может засветить вот сбоку следующие внутренние слои. Поэтому имейте всегда на приеме хорошую катушку. Их нужно держать в банках, вот наподобие такой баночки. Банки либо коробки от кодека, вот они. Вот так вот держите, закрываете, все, у вас там лежит ваша проверенная катушка, и вы знаете, что вы достали, можно заряжать. Конечно, в такие банки еще я кладу, когда уже отснял, например, там зарядил в темноте разрядил, сунул сюда, и тогда я по кругу обклеиваю скотчем, либо изолентой и пишу, что у меня здесь снято, что на ней, с каким ISO я снимал, может быть, экспериментировал что-то там, чтобы я мог потом при проявке это скорректировать по времени. Значит, еще раз, 3 раза проверяйте, если вы сами заряжаете, не автоматически, да, ну и автоматически тоже нужно проверять. 3 места. Вот когда у вас уже даже так заряжено, да, просто берете, потрогали, есть зацепление. Нижняя приемная, есть зацепление. И где у нас грейфер, тоже должно быть зацепление. Столик прижимной должен быть за подлицо. Вот он чуть-чуть может торчать, потому что пленка все равно имеет свою толщину, поэтому он чуть-чуть может, но не сильно. Не вот так вот. Он должен посажен, и вот он сел. Столик. Еще по поводу столика, кстати. Возьмите лупу или что-нибудь и посмотрите. Бывает, что вот когда они на заводе делали, некоторые столики сделаны качественно, некоторые нет. И бывает, что вот эти борозды, и по ним еще идет внутри еще какая-то царапина. Борозда такая как бы, то есть у меня во всяком случае был такой заусенец маленький. Маленький, незаметный. Я его заметил только тогда, когда уже проявил кинопленку, посмотрел, смотрю, постоянно идет полоска какая-то. Так, где-то на 1/3 от края.
от края где-то на 1/3. Идет такая маленькая полосочка. Именно она идет не на весь кадр, а именно чуть-чуть вот в таком месте. И я понял, что в момент, когда зуб ее толкает, он немножко пленку подталкивает на этот столик, и она как раз в этом месте и начинает цик-цик-цик-цик-цик царапать. То есть не полностью идет сплошная, а вот именно вот такими вот маленькими такими. Может даже на полкадра идти такое вот углубление. Его уже ничем не исправишь. Поэтому достаете столик и шлифуете на чем-нибудь, на ткани какой-нибудь, может быть паста Гойо, не знаю, может быть зубная паста, может быть очень мелкая наждачка, но или паста какая-то абразивная, но не рекомендую делать самим, лучше посоветуйтесь, потому что столик у вас один, посоветуйтесь со специалистом, а лучше сами посмотрите, если он вас не царапает, то не надо трогать. Здесь металл такой тверденький, поэтому шлифовать придется долго. Ну как долго, там полчаса, наверное, придется, если несколько листов А4 и просто даже маслом помазал и чуть-чуть вот этой пастой мелкой абразивной такой. И она у меня немножечко, так смотрю, что стали нежнее, такие вот, не такие вот они острые стали. Вот, по поводу, что еще. Здесь можете тоже опустить, можете не опускать. Ну, я же рекомендую опустить. Лепесточек ей этого не даст. Поэтому всегда от объектива толкаете вот эту пластину. Вот с таким вот градусов 30-35 такой вот атаки. Идет на нем загиб. Нож я рассказал, отрегулировать можно, это не проблема, рабочий, все нормально. То есть это регулируется. Чуть расслабить болтики, опустить, а потом прижать к нижней, там есть нижний нож. Он состоит из двух частей. Вон там видно, что там внизу идет еще один нож. Как бы лезвие первое и лезвие вот это второе, верхнее. И вот, если он у вас не режет, значит нужно опустить верхнее лезвие и подтолкнуть к нижнему лезвию, чтобы они были параллельно друг другу. Частоту кадров вы можете проверить еще, кстати, вот можете налепить себе на видеокамеру или на телефон снять. И уже в видеоредакторе можете посчитать, сколько раз у вас... Тут у нас 8 зубьев, поэтому он должен, если при 24 кадрах в секунду, сделать 3 оборота. Но лучше это сделать, как я там, есть у меня там видео, где снимите объектив. И по обтюратору можно точно, фотоаппарат, здесь главное, чтобы 24 кадра в секунду имел. И можно тогда четко путем вот этого регулятора замедлить либо ускорить и обтюратор. Ну там на видео я рассказываю, все видно. И можно, чтобы у вас остановился как бы обтюратор при 24 кадрах в секунду, это значит у вас будет 24 кадра в секунду, и просто маркировку переделаете в другое место. Вот она была у меня, видите, аж здесь. То есть вот она вот так была. И теперь, вот, теперь у меня как бы на 32 получается. Я здесь устанавливаю на старой марке, а новая у меня ушла назад. То есть была вот такая реальная скорость. Маленькая, небольшая была. Пришлось вот путем замеров выяснить, что 24 оказывается вот здесь. Поэтому маркировке не доверяйте. Кинокамера старая, пружина старая. Сам регулятор вращений, он тоже там подсыхают эти все материалы, подсыхают, может быть масло там надо заменить чуть-чуть, там внизу находится, в этом месте находится.
Для того, чтобы туда добраться, нужно снимать 6 винтов. Сначала нож снимаем, потом снимаем эти 6 винтов. Потом нужно снять на барабане 2 винта. Нужно снять. Ну, в общем, целая, как говорится, история. И вместе с этой площадочкой поднимаем барабан. Он так просто не вылезет, пока мы не снимем, не вытащим все это вместе. А оно заходит в этот паз, поэтому этой стороной нужно немножечко эту сторону приподнимать, вытянуть его. Тут он цепляет, держится за вот эту вот рамочку. В общем, целая история. Поэтому проще перемаркировать. Конечно, смазать нужно. Если у вас есть специалист, или вы сами можете, отвертку в руках несложно, можете сами все это смазать, проверить, и тогда у вас кинокамера. И вот обязательно замажьте вот эти дела. Потому что, ну, либо черный поролон нужно вырезать по такому же размеру, чтобы у вас не попадал свет. Я замазал. Будьте внимательны, когда заряжаете кинопленку. Вот это вот должен быть оттянут лепесточек. Иначе, если он в таком положении, вы не сможете полностью открыть. Он может мешать. Поэтому оттяните его. Тут такой вспомогательный есть такой хвостик. И тогда можно будет заряжать. Красногорск 2 и Красногорск мне не попадались в руки. Кассеты у меня есть, но там, я думаю, что такая же система. Просто нужно будет очень быть внимательным. По сравнению с Альфа полуавтомат, тут, конечно, это слабое место. В Альфе полуавтомат намного лучше. Там такие хорошие зубья. Тоже бывает, что в спешке можно неправильно зарядить, но никогда не нужно спешить. Именно в зарядке вот на барабан, чтобы все было за подлицо вот здесь вот. И проверяем 3 места. Она немножко ходила. Все. І тоді у вас все буде гаразд. Все, до побачення. Радий, що ви дивитесь мій канал. До нових зустрічей.